Так, привет всем. Всем привет. Ну, слушайте, я нормально встал, думал будет хуже. Вот. Всем привет, ребят. Кофе тоже с утра бахнул, вроде нормально. Потом пошел, сходил в магазин, на рынок сходил, скупился, продукты там, все дела. Вот. Потом пошел еще на стадион, чуть-чуть погулял. Так что нормально, нормально. А сейчас, думаю, надо подрубить немножечко, потому что там вечером будет большое собрание, стрим коалиции. Надо будет смотреть. Будет много интересной информации. Поэтому думаю, пока, так сказать, поработаю на этом, на разогреве у главных гостей. Вот. Что, продолжаем. В общем, вчера мы остановились на том, что собрали всю руду. Думаю, нужно сейчас долететь до Амара, посмотреть, что у нас там по фитам, подумать над фитами, плюс продать руду. Хочу посмотреть, сколько будет стоить продать руду в Амаре, если ее не перерабатывать. Потом я хочу посмотреть, можно ли где-нибудь в Амаре ее переработать. И будет ли это эффективно перерабатывать ее. Или ее проще, допустим, даже в Боярдера, если ее слить, насколько это будет невыгодно или выгодно. Вот, так что сейчас долетим до Амара. Посмотрим, что с фитами. Мне интересно посмотреть, ну, скажем так, если я просто возьму Ригу, вытяну тут, насколько фит надо переделать. Или мне стоит вообще прям полностью новый фит, прям полностью новую баржу купить и не парить себе мозги. Не знаю, сейчас подумаем с вами. Вот, а так, да, мне тоже интересно стало. В принципе, эта копка льда так-то выглядит очень интересным занятием в хайсеке. И особенно если там действительно будет неплохой скачас. Хотя бы такой, который мы вчера с вами посчитали в конце стрима. Я уже буду доволен. Ну и плюс интересно будет опять же с этими всеми. Так. На яйце. Надо пересесть. Я что-то забыл. Так, ты тоже. Этот на барже. Ага, так. Лед. Да, попробуем. Привет, есть желание сделать аналитику по монматам. Добыча, переварка, стройка Т2, компонентов метод Т2 в текущий момент. Что будет падать и расти? Ну, слушай, честно сказать, чтобы заниматься аналитикой Т2, нужно заниматься стройкой. То есть, я могу быструю аналитику сказать. Аналитика зависит от меты. То есть, у тебя есть мета игровая. Ты смотришь на мету, чем у тебя летают твои пауэрблоки, какие корабли больше всего на киллборде погибают. И отсюда делаешь вывод, какие корабли пользуются спросом. И, соответственно, если это корабли разных фракций, смотришь на мунматы разных фракций. Внезапно. То есть, в принципе, можно просто это все высказать с точки зрения того общей концепции, как это устроено в игре. Возможно, да, стоит. И залить видос на YouTube. Но пока не знаю. Проблема в том, что у меня слишком мало времени пока. Возможно, в будущем будет побольше времени. А сейчас у меня толком и времени нет. Я даже в игру толком поиграть нормально не могу. То есть, чтобы вы понимали, я в игру играю только когда стрим подключаю. Когда стрима нет, я в игру не играю. Я занят своими там делами в реале. То есть, возможно, если у меня появится, вот может осенью больше времени свободного, там погода испортится туда-сюда, буду дома сидеть больше, можно будет все. Я бы хотел, честно вам скажу,
и, допустим, сделать формат стрима, подкаста, чтобы позвать каких-нибудь ребят, производственников, торговцев. Это все оформить вот в формате, как вот, допустим, у того же OpenSклепа. Ну или точнее, у OpenSклепа это уже в формате видеозаписи, а оформить это в формате, как у Сурового идет вот это вот политическое, да, все это шоу. Обсуждают там новости политические какие-то, кто куда поехал, кто кого выселил. И то же самое придумать только в формате экономики производства. То есть, чтобы там, условно говоря, каждую неделю собираться и обсуждать какие-нибудь интересные вещи. Но для этого нужно сначала запариться с табличками, как всегда, как в Еве принято. Без табличек... Без таблички ты букашка, а с табличкой игрок в онлайн, да? Шутка, если что, не обижайтесь. Стиви, привет. Ну что, все, опустились до хайсека. А что дальше? Будешь Star Citizen играть или вообще доту запустишь? Сипионис, привет. Слушай, а чё бы нет? Ты сколько? Давай этот самый. 1000 рублей донать, и я в доту покатаю. Хочешь, с тобой вместе можем каточку. Если тебя не смущает мой рейтинг 1К ММР, можем каточку с тобой катнуть. А потом после катки, хочешь, можем пойдем в Дискорд закрытый, приватный. Хочешь? Хочешь? А? Всего лишь 1000 рублей. Там из списка Advance Мунматов 70% общие по всем фракциям. Расовые это третьи, самые дешевые. На здоровье. Ты без компа. Слушай, ну вот это вот, если бы ты хотел, ты бы вообще про вот это «я без компа» и не писал бы, понял? Вот это вот начались отмазки вот эти вот. «Я же без компа». Да-да-да. Когда настоящего дружба мужчин останавливала, так сказать. Настоящая мужская дружба никаких преград не знает. Что после каточки в доту, так сказать, взявшись за руки, крепко обнявшись. Вот, порассуждать об экономике в онлайн, да? Ой. Не, на самом деле, как бы, ну, можно. То есть я думаю, что-нибудь такое. Почему? Я объясню. Одному генерить контент сложнее. Когда у тебя есть еще дополнительная голова, я сейчас не про ту голову, которую вы подумали, вот, а собеседник, да, то с собеседником проще. Он может эфирное время, так сказать, занимать, пока ты думаешь. Плюс всегда интересно несколько мнений услышать. Плюс такой формат для зрителей, мне кажется, будет интересен. То есть нужно подумать. Возможно, мы таким займемся. Но если кто-то захочет, знаете как. Потому что может кто-то не хочет, может кто-то стесняется. Надо подумать, надо подумать. Главное, чтобы это были надежные, проверенные люди, которые не будут запретки кидать на стриме. Ну вы поняли. Да ладно, это шутка. Интимки будут в Дискорд в привате? Интимки моего валета? Плекс валета моего хочешь посмотреть интимки, да? Ах ты развратник. Поэтому посмотрим, как бы планы скопировать формат можно. Копировать формат можно. Как вам формат от Вентуры до Рорки, чат? От Вентуры до Рорки.
Такое себе. Не, я за, надо только подумать, как реализовать хотя бы просто как собеседник на стримах, ну или в Альбиончик можно погонять. Блядь, где моя 1000 рублей? Слышь, ля, он там уже размечтался. Ты что, не знаешь, что я меркантильная, это самое... Меркантильный стример. Ты там можешь себе напридумывать там что угодно, что у нас с тобой серьезные отношения, так сказать, все серьезно, но я-то с тобой из-за денег только буду. Я тебя сразу говорю, да, чтобы ты там сильно этот самый не влюблялся, так сказать, вот эти все романтические чувства, чтобы не появлялись. Все только за деньги исключительно. Ля, Джек Доу так-то как баржа размером. Нифига себе, я думал баржи побольше будут. Я думал дестройеры поменьше, они еще нормально размером. Так, давайте глянем, значит... а где мое? А где моя руда? Сейчас я... Вот это, да, руда? Сейчас мы посмотрим с вами по фиту. Значит, по фиту. У меня есть фит, газ. Смотрим. Если отключаю, он мне медиапроцессор оверклокер не нужен, в принципе, в теории. Лазер апгрейды мы меняем на газ апгрейды. Соответственно... Блин, мне надо пифу запустить. Я превращаюсь в какого-то неправильного этого майнера. Пифой начинаю пользоваться. У меня 30к фантиков своего канала есть. Могу позволить себе. Ну ладно, ладно. Коветр. Так, вот он. Значит, все хорошо. Единственный вопрос, нам надо определиться с медслотами. С медслотами что нам нужно вставить в медслоты? Нам нужен... нужен ли нам... Нужен ли нам сканер? А чё оно? Сюрвей. А, он с двумя N пишется. Нифига себе. А Т2? А Т2 что требует? КПУ менеджмент. Ну, классно. Так, хорошо. И МВД, да, нужно? 10 МН. Но оно, наверное, не влезет. Компакт. Ну да, 6. И получается, либо нужно ставить Ригу. Процессор оверклокер. А тогда 450 по фитингу, сука, не лезет. Дефенс не подходит. Балк, а если эту? Ну вот 475, 450. Блин, мне не лезет, жесть. Вот это вот рига на добычу льда очень много этого калибровки занимает. Вот не 2400 калибровки. Процессор и налет. А на 250 жесть, просто жесть. Ну а что, у меня другого выхода нет. Короче, получается, мне полностью, чтобы переделать фит, нужно новые корабли покупать. Мне, чтобы с майнерских найти, нужен... Я не могу вот этот вот фит, который у меня текущий, просто взять, оставить все как есть.
Ну, точнее, я могу оставить все как есть, но тогда Рига на добычу льда не будет использоваться. А сколько она дает процентов? Она дает у нас 12%. Не, это очень много. 12% это очень много, ее нужно использовать. Ладно, хорошо, мы купим новые баржи, пофиг. У меня иски есть, не проблема. Тогда нужно сохранить этот фит. Что нам еще нужен? Нам нужен имплант 1001. А слушай, сколько оно дает? Нет, там 6%, это очень много, мне никакой имплант не поможет. А больше мне никаких имплантов и не нужно сюда. Только 1001 на добычу. Может еще, ну, смысл баржи, они и так тонкие, 15 тысяч. Хорошо, с фитом на... Давайте сохраним. Импортировать. Так. Айс. Все, сохранили этот фит. Потом... Одно радует. На лед, на харвестеры не нужно нам никакие кристаллы. Вот это меня радует. Вот это супер вообще. Сохранить для корпорации. Ага. ЦПУ. ЦПУ. Серьезно. 100. Так, хорошо. Нам нужен 600. 600. А сколько не идет? 1% нужен. Так. КПУ менеджмент. А ну пробуем теперь. Давайте попробуем. А, я не увижу, потому что у меня нет. Ну хорошо, ладно. В общем, удаляем вот этот лед. И новый пишем лед. Айс. Все. Значит, фитом мы разобрались. Фит у нас есть. Дальше нужен теперь фит на рорку. Ой, орку. И еще нужно довести. Поехали. Поехали, андокаемся. Везем руду в Амар. А, мы уже в Амаре. Стоп. Охрана отмена. Так, смотрим. Ну, давайте попробуем. Продать предмет. А, не так. Сейчас, секунду. Продать. Ну, вот видите, вы посмотрите, это нахабство, это наглость полная. 3000. Вот я сейчас вам просто открою, чтобы вы понимали цены в Жите и цены в Амаре. Вот тот же самый Гнейс, давайте посмотрим. Сейчас я подлогиню. Вот смотрите, Compressed Гнейс. В Жите 3300 и в Амаре, ну хорошо. Но в Амаре бай ордера вообще это просто 10% дешевле, просто жесть. Ну, давай попробуем, хорошо, немедленно продать. Вот давай, все немедленно. Смотри, а он даже столько не продаст. Он даже столько не продаст, столько не купят. 927 миллионов получилось. Видите? То есть вот опасно в Амаре большие объемы продавать. Ну, вообще. Он не показывает. То есть, в принципе, у меня 200... Ну да, я не хочу за столько продавать. Хорошо, а если переработкой заняться? Давайте посмотрим Цитадель. У нас есть меню. Сейчас покажу. Сейчас, Дафуми, привет. А сравнение? Не, да. Что сравнение оборотов? Так. В 10 раз в обороте в Амаре и Житы разница. Так. Значит, сейчас покажу, как вы можете удобно найти какую-нибудь структурку
И в моем конкретном случае мне нужно найти структуру, цитадель, на которой я могу переработать минералы. Вот. Заходим, значит, в меню Неокома, приложение. И здесь есть пункт просмотр сооружений. Заходим сюда. Дальше выбираем сооружение Refinery. Все остальные отменяем. Ставим фильтр. Желательно там несколько прыжков, 5-6. И фильтр служб нам нужен, получается, переработки сырья. Вот так вот. И смотрим. Но где у нас есть переработка? А как ее посмотреть? Как посмотреть Риги? А Риги можно посмотреть, по-моему... По-моему, через производство как-то. Нет, здесь нельзя. Ладно. Давайте посмотрим. Ice Refinery клон. Клон Refinery. Ice Compress и Refinery. Платформ. Везде Ice. А где-нибудь есть у нас переработка... Мистер Лео, привет. Никак, не сидя на ней со 100 единиц руды, хотя паблики часто пишут, что в них стоит. Фигово, вот, смотри. Т2 Рига репроцесса. Давай попробуем сюда слетать. Значит, берем нашего чела, у которого репроцессинг. У меня одна проблема, у него не стоит имплант на репроцесс. У меня так оказалось не очень хорошая ситуация. Я купил себе 804 имплант не на того персонажа. Ну, такое бывает. В общем, он мне не окупился. Так, смотрим, сколько он здесь стоит. 168 миллионов. Ну, да. Ладно. Так, давайте берем шаттл, покупаем и летим. Все, садимся в шаттл и летим. Налоги на Цити посмотри. А давай посмотрим. Здесь написано 1%. Один процент. Ну слушай, нам нужна так-то Татара, потому что у Татары выше репроцессинг, чем у Атонора по умолчанию. Но мы даже можем посмотреть. $53 фи. Тут как-то странно оно реализовано, если честно. Нет никаких описаний. Я так понимаю, они не пишут описания, чтобы их не спилили. Ха. Короче, летим вот сюда и все. Санктум, вот это. Все, летим вот сюда и пробуем, смотрим. Сколько у нас получится. Полетели.
А я руду не положил, лечу, да-да. Хорошо, молодец. Сейчас руду кинем. Так. Налоги на ЦИ, типа, а там еще бывает Такер Рига. Такер Рига настройку, посмотри, налог в службах. Налог 1% написано. Вот, налог на переработку, смотрите, очень удобно. 1%. Включаю варп-двигатель. Давай докнемся. Я забыл руду. На вход в док. Не, можно, конечно, поступить по-крутому. Можно прилететь и привезти все житу. Потом привезти все в таму какую-нибудь. И в таме переработать на производственной цитке. Я знаю, можно и так сделать. Но как я понял, чат, как я понял, мне вообще нужно все это переть. Мне нужно все это переть в житу. Потому что тут в Амаре это вообще ни о чем. Ну давайте вот попробуем сюда там 1000 кинуть. 1000. Ну хотя я вот занимаюсь фигней. Объективно. Я занимаюсь фигней. Подключаюсь к серверу. Мне нужно просто прилететь, забрать руду и лететь в житу. О, смотрите, сколько здесь ребят. А кто это такие? Опа. Так, летим в Амар. Подключаюсь к серверу. Карпе Дием, привет. Двигатель. Сори, я перепутал. 1% норм. Вроде как в Амамаке есть. Тебе бы строить из этого лопаты. Да и мы хотим начать копать лед. Мы хотим копать лед. А чтобы копать лед, мне просто нужно купить орку. Я накопал руды, и я хочу продать руду, чтобы купить орку и попробовать на стриме копать лед. Мы вчера сидели, разбирались, куда можно полететь, где плюс-минус безопасно копать лед. В принципе, я могу. В принципе, я могу эту руду кинуть, переработать и из нее запустить стройку лопат. Но для этого мне нужно продать мои плексы. Включаю варп-двигатель. Потому что у меня сейчас в исках нету бабосов. О, купи у меня орка, у меня в жите лежит. Могу подвести поближе. БМВ, привет. Я подумаю. Подожди еще. У тебя она с фитом? Какие у тебя риги? Включаю варп-двигатель. Фит снял. А риги? Или риги в подарок? Риг тоже нет, понял. Да не надо.
Не надо, подожди. Включаю варп-двигатель. Я, если что, сейчас, если мы разберемся, то да, можешь. В принципе, я думаю, ты можешь контракт на меня выставить. Включаю На Dual Prime. варп-двигатель. А мы сейчас с рудой разберемся и заберем ее. Ну как сейчас? Как с рудой разберемся? Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Включаю автопилот. Так, хорошо. У меня сюда сколько лезет? Запрашиваю разрешение на вход в док. Разрешение получено. Автопилот отключен. Корабль прибыл. в Допустим, место с назначения. каргохолдами здесь получается 9000. 9000 у меня есть... 3 окна. 9000. Ну, не знаю, такое. Так, ладно, давайте. Давайте пока посканимся. Вдруг нам повезет, и мы найдем ВХшку. Со статика, с этим, с коннектом Житомар, а? Кто знает. Всякое может быть, правильно? Так, а ты работать будешь сегодня? Ага, работает, все, увидел. Червоточина. Ай, мне так впадлу. Ну ладно. Так, сколько здесь бабла? $150 000. Что я хочу сделать? Я хочу разделить на 2 корабля. Ну вот, плюс-минус так и получилось. Включаю варп-двигатель. Ой. Неправильно делаем. Мне нужен... От флита отключиться нужно. Он мне больше не нужен. Это что? ТЦ-1? Смотрите, чат. Вы видели, патч Легион вышел? Большое обновление, значит, видите, новая панель для ВХ. Сделали очень удобно, красиво. Пользуйтесь, пожалуйста. Пользуйтесь. Не-не, я не хейтер, вы не подумайте. Какая есть вероятность, что мы здесь сейчас найдем ВХшку поближе к жите, как вы думаете? Опа, а здесь-то пробок много.
Тут еще кто-то сканится. Ну, я просто попробую, вдруг повезет. Не повезет, поедем. Обидеть разрабов каждый может. Согласен. Релик не нужен. Тут есть цитки? Да, тут есть цитадель. А ну, давай глянем, где она. Вон там вот. Включаю варп-двигатель. Тоже с отключенным этим самым. Таск ОМГ, привет. Как вообще в газ в Хайсеке искать? Чисто везение или находить астероидные системы и там сканить? Слушай. По поводу газа я не знаю. В Хайсеке есть газ? Я просто не в курсах. Включаю варп-двигатель. Может, кто-то в чате газ добывал в Хайсеке? Я просто не знаю. Так, ну тут никого нет. По крайней мере, так пишет. Включаю варп-двигатель. Газ есть в лоу, и тот газ бывает в соседних хаях. В соседних. Ага, вот видишь, ребята подсказывают. Тут аномалий, к сожалению, майнерских нет. Я думал, может быть, майнера можно будет поймать, но нет. Так, вот эти вот археологические районы нам не нужны. Мы такими глупостями не занимаемся. Правильно, чат? Чтобы его найти, нужно в консте искать, где он бывает, если нужен определенный. Однако его ничтожно мало, его выкачивать не успеешь глазом моргнуть. Лучше уже в лоу идти, там и найти легче, и он дороже. Вот. Главное осталось научиться, так сказать, навигации и выживанию в лоу, правильно? Вот. Вентурка плюс 2 газа, 12 кк. Пожалуйста. Не так уж и дорого. Блин, ну мне так впадло покупать. Покупать еще один акатор себе. Вы бы знали. Вы бы знали, как я не хочу покупать акатор. Рапира, привет. Ну, человеку вот может хочется именно
Хайсеки он искал. Видите? Может, он боится, и это нормально. Лететь куда-то, кроме хайсека. И еще релик, да, сколько здесь реликов, жесть просто. Давайте туда полетим, посмотрим, вдруг там что-то интересное. Вдруг там уже кто-то релики взламывает. Так. Ну все, готовы выдвигаться. Дайте насканите выход, а, ребят? Ну чё вы? Опа. Ну давай, в житу, пожалуйста. Давай в житу. И в Paradise, привет. Дайте в житу статика. Ой, не статика, а исходящую эту. Так. Ну, пробуем. Вдруг повезет. Вдруг это жито. И у нас прямая дорожка будет. Жито Амар. Опа, Бузард на подсканчике. Ломает релики. Ну, ломай, ломай. Не будем его пока смущать. Можно, конечно, его поймать и подержать. Так. С высоким уровнем безопасности. Галентия. Чат Галентия. 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 Надо глянуть, куда эта Галентия ведет. Может быть, нам и повезет. Может быть, мы сейчас... Давайте выдвигаться потихоньку. Так, нам нужна система... Получается... Вот это. А вы не подсматриваете, чат. Кто подсматривает, тот плохой мальчик. Поняли меня, да? Кто подсматривает, тот плохой мальчик. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Еще модули бы желательно расставить красиво, конечно. Включаю варп-двигатель. А пасту я не купил сюда? Купил! Там как раз 32 штучки. Ну и нормально пойдет. А батарейки есть? И батарейка одна есть. Вообще. Шикарно. Так, смотрим нашу Галентию. Что она вообще такое? Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Проходим в Галентию, посмотрим.
кстати, не была существенна, это хорошо. И теперь житу выбираем. Слушайте, ну, мы можем сэкономить 16-20 прыжков таким образом, но это может быть опасно. Вы как считаете, на мужика? На мужика, правильно? Я тоже думаю, на мужика. Сейчас попробуем на мужика проскочить. У Едаму, к сожалению, проскочить не получится, но хотя бы 20 джампов попробуем. Попробуем, так сказать. Варп-двигатель. Я неправильно модуль нажал, но то не ладно. Да, посмотри у Едаму, ага. А зачем? Я не парюсь. Включаю варп-двигатель. Меня никто не будет там особо суицидить. Я никому не нужен. Так, нам главное вот тут вот проверить, чтобы нас здесь никто за жопу не схватил. Да, жахнут и жахнут, согласен. Контент будет на стриме, чат. Вы не шарите. Это же контент на стриме. Так, а напомните мне. А то я уже не помню. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Если я включаю нулифайер в раздутом бубле, я ж могу отварпать, правильно? Я уже просто забыл. И если я варпану с включенным нулифайером, то там, где будет стоять бубль надутый, и даже если его надут, я приварпаю точно туда, куда я начинал варпать. Правильно? Я все правильно говорю. То есть, если я сейчас пройду, мне раздуют бубль здесь, я включу нулифайер, и я смогу отварпать. Правильно? Правильно, все. То есть, у меня задача включить нулифайер, потом клок МВД, вот эти все махинации жесткие. И все такое. Да, все, отлично. Меня, в принципе, только смущает то, что мне могут... мне могут эту дырку хлопнуть. И я не вижу ее на подскане. Мне нужно сделать себе обзорку сейчас. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Знаете вообще, как самое эффективное, это когда ты очень быстро все делаешь, и твой противник просто не успевает среагировать. Обычно это лучший вариант, который можно придумать. То есть пока ты там сидишь, обсуждаешь, думаешь, противник может среагировать. Не была существенно нарушена. Ну и все. Сейчас один пробуем. Не получится, все, сливаемся. Я надеюсь, у меня здесь импланты стоят, не стоят. Ну и все, отлично. Так, пробуем, давайте, заходим. Заходим и на пофиг вообще варпаем просто. Раздул там кто-то бубль, вот этот не раздул. И все, и теперь мы нажимаем нулифайер. И в Галентию прыгаем. Включаю варп. Все, и пока они там не понимают, что происходит, мы еще раз заходим. Все, бублей нету. Нам осталось буквально секунда. Все, поварпали, отлично. И следующий тоже проходим на дурачка. Вот это вот. Пусть там они пока там флоты вот эти подтягивают. Мы уже все ушли. Тоже все раз, два. И поварпали все. И нечего думать. Правильно, чат? На мужика. Шарон, привет. Или Харон. Как тебе больше нравится?
Все, провалились. И здесь тоже на мужика. Раз. Вообще не думаем. И все, и теперь в житу можно лететь. Отлично. Не-не-не, только вот это давай без самый короткий, хорошо? Все. Мы еще и назад вернемся. Таким же маршрутом. Не, на самом деле там 100 тысяч. Не, ну может и влезет, чё. Может и влезет. Так, отлично. Включаю варп-двигатель. Включаю варп. Все, этого пока можно здесь оставить. Если что, пусть... Мало ли, вдруг тут какой-нибудь движок, движуха какая-нибудь начнется. Можно будет что-нибудь сделать. Все, сократили немножко себе путь. Уже не 40 там или сколько. А ну, давай глянем. У меня есть какой-нибудь... Вот, Амар, да? Этот персонаж в Амаре. Сколько у нас дожитые напрямую? 45. А так 16. Ну, есть разница, есть. Вот, пожалуйста, немножечко риска. Чат, и... Включаю варп-двигатель. 20 прыжков сэкономили. А мог бы не сканиться. Видите, как повезло? Просто случайно. Нашел какую-то рандомную ВХшку. Забурился в нее и нашел, пожалуйста, короткий путь. Ну как короткий? Не 3 джампа, конечно. Но тоже неплохо, почему нет? Не, ну, Оргу, конечно, я так в Амар не потяну, вы не думаете. Да-да-да, БМВ, я знаю, БМВ, не переживай. Я помню. У тебя там написано, что ты лед в хайсеке копаешь. Неужели ты опять нас обманул? Чем ты занимаешься-то на самом деле? В смысле написано, я подготавливаюсь. У меня идет подготовка. Копки льда. Я накопал руды. Сейчас эту руду я везу в житу, чтобы продать. Дальше я покупаю себе орку, и мы летим копать лед. Сейчас идет подготовка. Подготовка к копке льда в хайсек написано же. Не пойму, кого я и чем обманул. Я никого не обманывал. Да, да. Так все устроено, серьезно у нас. Вот я везу свои корабли с рудой. Здесь 1,5 и здесь 1,5. Ну, по крайней мере, так... так показывает... Включаю варп-двигатель. карго. Ага, мой выигрыш зажал. Да, я такой. Я ж тебе вроде отправил. Как твой персонаж называется? Ты проверял ингейм письмо? Корова Кока или что-то такое. Что-то там. Вот, смотри, зайди себе. Зайди к себе на персонажа. Открой письма. Открой письма. Там у тебя ингейм письмо до Prime. Там написано код. Нужно активировать здесь. И ссылочка.
приличные люди. Ну, слушай, по поводу приличных людей это надо еще поговорить. Вот, потому что у меня другая информация. У меня есть информация, что я ничего не зажимал, а отправил код человеку. Так что не нужно здесь распространять дезинформацию. Вот, теперь есть. Да, конечно, я его только что отправил. Ты чё? Ты не видел? Я прям на стриме писал. Так кто из нас этот... так сказать, громко, извиняйся. Извиняйся. Все, давайте, вот это вот захейтили стримера, извиняйтесь теперь. Все, жду ваших извинений. Вот QR-код на донат появился сейчас. Буквально пару секунд. Вот, принимаю извинения, давайте. На шаурму. Угу. Вообще. Ты тоже почти приличный. Я после стрима ночью смотрел, не было, потому и спросил. Ну так я же сказал, что я отправлю либо после стрима, либо на следующий день. Ну, мы все взрослые люди, ля. Началось это. Мне там один писал тоже, да. Ой, я выигрыш не получил. Чат, чтобы вы понимали, я когда-то у Сурового на стриме выиграл скин на Фантазм. Он мне его только через неделю прислал. Я неделю молчал и ничего не возмущался. Имейте терпение и совесть. Дареному коню в зубы не смотрят. Знаете такую поговорку? Никого не обманываю. Если бы я кого-то обманул, у меня бы писали в Телеграме, на Твиче, на меня бы на CCP пожаловались. Мне что CCP эти ключи раздает. Я обязан их все соблюдать. Я ж партнер, я не могу плохо себя вести. Меня тогда лишат партнерки. Извиняемся, день отправить. Да-да-да. Молодцы. В 4 утра с красными глазами. Фиш, привет. А где мой маршал? Почему до сих пор не отправил? Я бы с вами лед бы покопал, но ты меня не возьмешь, так как я в пиратской корпе. В какой ты корпе? Ты в корпе, которая суицидит? Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Прислал никаким. Вот. В вардоксах. Напиши название. Я прочекаю тебя. Не, ну если ты будешь один... Или если ты будешь на баржах, то можно. Чё нет? Ты ж будешь не на каталистах копать лед, я надеюсь. Если не на каталистах, то чё нет? Можешь даже свою орку взять. Я не против, я тогда не буду свою брать. Мне-то какая разница, чья орка будет раздавать бафы, правильно? Правильно. На вентурах с пулеметами. Так. У меня в домашке в хаях раз суицидники, человек 20 флотом халков и оркой копали. Все хаи сбежались посмотреть. Ну а почему нет? Почему нет? Не, на самом деле, если мы посчитали, вот вчера искачас на каветерах искачас получился там что-то около 60 миллионов. То есть на халках, я так подразумеваю, думаю, что сколько, 80, наверное, будет миллионов, если не больше. Понимаете? То есть, в принципе, почему бы и нет?
Мы летим в Уедаму, чат. Сейчас будем Уедаму проходить. Сейчас будем проходить Уедаму. Вот я, кстати, хотел спросить. Сейчас только. Чат, в Уедаме все спокойно. В Уедаме все спокойно, можно летать. Пока никаких признаков агрессии не наблюдаю. Все хорошо. Если вдруг кто переживает, то в Уедаме все чисто пока. Пока чисто. И, кстати, пытались суицидить, все пытавшиеся сдохли, хотя были на ораклах. Ну, потому что опыта нет. Потому что нет опыта, скорее всего. Там же суицид это такое дело, надо кооперироваться, понимаете, в чем дело? То есть, если ты рандомно один в одного, другой в другого, ты ж их не засуицидишь. Надо кооперироваться, выбирать цели, выбирать время. Плюс еще нужно, чтобы пушки твои желательно попадали. Короче, суицидники решили показать, что на самом деле суицидить это не так уж и легко, да, как может показаться на первый взгляд. Витл, привет. Спите, добрые жители Эдема, а у Едама все спокойно. Да. Что у вас тут происходит? Погнали инжекторы скальпить. Не хочу. Мы сейчас будем продавать руду, покупать орку и лететь копать лед. Вот. Чтоб тебе было чем свои джампфуры заправлять. У тебя какие джампфуры? Реи, по-моему, да? Тогда мы не поможем. Мы будем амарский копать. Ну, смотрите, по льду. Я же правильно понимаю, что лед, он-то в любом спейсе, который колдарский, будет вот этот, который подходит к колдарским кораблям. То есть, получается, можно и в нулях копать лед, и для колдарских кораблей. Ну, в колдарских нулях. Я за то, что, типа, суицидят много, но на самом деле, если вы посмотрите экономический отчет, в экономическом отчете так-то, по-моему, больше всего форжи копают льда. То есть, даже суицидники бедненькие не справляются с... Они так и не переделали. Вот ленивые жопы, смотрите. Они так и не переделали отчет, он так и до сих пор вверх ногами. Так, Айс. Вот, да, Форж на первом месте. Не, ну Форжи тоже есть лоусеки, я согласен, наверное. Опа, Херон на подскане чат. Блин, у меня дронов нету, нечем убивать.
Так. Вероятно, на то, что они оказались весьма компетентными игроками, это не сомнительно. Ну, это понятно, конечно. Порже больше всего народу живет. Один Халк 1,5 миллиона в минуту под оркой. Если лед сдавать, если есть скиллы на переработку и умение торговать, то можно 2 миллиона с небольшим выжимать. Понял. Понял, спасибо. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Так, у меня... Включаю варп-двигатель. А у меня торакс рейлгановый или какой? А, я тут не просканился. Чё я... Зачем мне нужен? Ой, балбес. Я ж не просканил ничего. Я все равно их ловить не буду, этих херонов. Зря только 1 миллион наклона потратил. Вернемся назад. Слушай, ну так там можно просканиться. Вдруг ПВП какой-то найдем. Давайте. У меня тем более они уже высканенные. Вот, тут есть 3. Давайте какой-нибудь сейф-спот отварпаем. Так, а какой нам сейф-спот выбрать? Полетели к цитке куда-нибудь. Включаю варп-двигатель. Сделаем себе сейф-спот. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Так, в Колдарском Спейсе суицидники долбают за копание льда. Не спорю. Не спорю. Включаю варп-двигатель. Так, что-нибудь у нас здесь опасное есть? Нету ничего. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Включаю автопилот. В шатреде особо не покопаешь. Да, да. Все шатреды, они кемпятся с ПВПшниками, потому что они через шатреды ищут входы к крабам. Вот, поэтому шатреды это плохая идея. Сразу вам говорю. Разрешение на вход в док. Все шатреды, они очень удобны. Док. Разрешение получено. Для ролла там и так далее. Прибыл в место назначения. Автопилот отключен. Корабль прибыл в место назначения. Ну плюс там еще... Так, стоп. Или это я неправильно сказал? Это не шатреды, это эти, блин, дрифтерки. Шатреды говорю. Ну шатреды тоже, наверное, Включаю варп-двигатель. Хочешь организовать флот защиты? Так, чат, мне надо отойти буквально на пару минут. Я скоро вернусь, водички себе налью. И
И мы займемся продажей. Все, не пропадайте. Включаю варп-двигатель. Так, здесь. Окей. Давайте посмотрим. Включаю варп-двигатель. Давайте посмотрим. Включаю автопилот. И досканимся. Ну, пока тут никто не взламывает. Я нахожусь, скажем так, практически в центре системы. Пока никто не взламывает. Включаю Пока все тихо. Возможно, мои пробки на подскане их немножечко пугают. Немножечко. Так, окей. Давайте, разрешение на вход в док. Разрешение. соответственно, сделаем вот так. Автопилот отключен. Корабль прибыл в место назначения. Все. Подключаюсь к серверу. Так. Руду. Все сюда. И сюда. И теперь посмотрим. Сколько же... Если мы нажмем продать, мы получим. Кавай мясо, привет. Но не сегодня воскресенье, плохая идея, народ больше. Это да, просто там вход. Отжитый был, так-то какая разница, когда лететь? Ну да. Так, смотрите, нам показывает сейчас, что мы можем продать руду за 2 миллиарда 440 миллионов. Теперь давайте посмотрим по Жанису. Сколько Жанис нам говорит? Жанис говорит 3 миллиарда. Что за фигня? А, ну да, смотрите на цены. Минус 30%. Минус 27%. То есть игра нам явно намекает, что нужно это все переработать. Поняли, да? Игра говорит, чел. Это нужно переработать. Или у меня что-то неправильно в настройках, или я что-то неправильно поставил. Я не понимаю. А, ну да, 2,542, 2,400. Нет, все правильно. Все правильно.
Просто нужно продавать по селам. И репроцесс. Ну, тоже интересный репроцесс вот этот вот получается. Честно, я не понимаю, как это работает. Наверное, потому что на некоторую руду цена слишком завышена. Ну, давайте попробуем вот каждую прокликать. Ну, хорошо, Гнейс это база. Гнейс не будем смотреть. Плам вот этот вот. Покупает его вообще? Он нужен кому-то? Я сомневаюсь, что он кому-то нужен. Так, а я с собой переработчика, да, не захватил? Угу, красавчик. Как я теперь буду это все перерабатывать, если мне нечем это перерабатывать? Ну, я гений. 2778. Ну хорошо, Гнейс мы можем продать и так, если что. Вот видите, чат, плохо, когда у вас несколько персонажей работоспособных, так сказать, которых нужно использовать активно. И в результате получается... Вот такая фигня, что я сейчас сканю этим персонажем, и в то же время... Ладно, давайте бросаем это дело, полетели домой. Мы сейчас перезайдем персонажем, прилетим, попробуем переработать. Все, мы вот это вот все прекращаем. Варп-двигатель. Все эти махинации. Что за сайт? Ты не знаешь, Жанис? Вот. Пожалуйста. Включаю варп-двигатель. Угу. Я хотел... Так, 2000 плексов, это сколько получается? А сколько оно стоит? 9. Жесть. А, это еще и подешевели, да? Это еще и недорого, я понял. Ну ладно. Я, в принципе, вчера их купил, могу сегодня их позволить себе продать. Давайте попробуем. 5450. Давайте попробуем продать наши плексы. Блин, жесть, я теряю 500 миллионов на пустом месте, чат. Я 500 миллионов на пустом месте теряю. Я вчера купил себе 2000 плексов. А теперь я хочу продать 2000 плексов, я теряю 500 миллионов просто. Просто жесть. Представляете, вот так вот никогда не покупайте плексы, если вам их нужно продать. Я вчера купил 2000 плексов. Мне сейчас нужно продать, пожалуйста, 500 миллионов налога. Просто жесть. Давай мне плексами. В Дискорде продай без процентов. Ну это ж надо в Дискорд идти. Понимаешь, в чем дело? Давай мне плексами. Так. А контракт где? Хорошо, давай. Удаляй контракт. Удаляй контракт.
Почем у нас? 5450. 333 плекса ставь. Да, я понял, удаляй контракт, давай, 333 плекса. Я тебе скину. Ставь контракт на 333 плекса за орку. Я тебе этот самый. Включаю варп-двигатель. Окей? Все, жду. Весь чат у тебя вчера по 50 плекса выиграл. Ты бухой был, не помнишь просто. Да, да. У меня запись стрима есть, если что. Сейчас будем вместе пересматривать. И если там чат не выиграл, то ты нам всем по 50 плексов скидываешь. Включаю варп-двигатель. Готов? Окей, так. Так, этот я отказался. Давай, я скину, конечно. Ладно, ты знаешь, что я не буду пересматривать весь стрим 4,5 часа. Не, ну это мы уже поняли, что ты не обманываешь. Включаю автопилот. Семь аверах новая реснулась. Где? Какие еще 7 аверах? Ты о чем вообще? Запрашиваю разрешение на вход в док. Разрешение получено. Автопилот отключен. Корабль Шаттерет. принят назначение. А как поставить плексы, а не иски? А действительно. Ну давай попробуем. Так. Короче, кидай мне орку контрактом бесплатно, а я тебе 333 плекса бесплатно кидаю. И все, не паримся. Ты мне веришь? Мы на стриме это будем делать. Вот. Красавчик. Так, стоп. Мне нужен твой никнейм. Все, орка есть, чат зафиксировал. 333 плекса. Частная. Так, вот это ты правильно? Я правильно выбрал персонажа? В смысле нарушение Иулы? Вы давайте без вот этого вот. Я правильного персонажа выбрал? О, ну там вроде BMW, вот Легион, так что я думаю правильного. Да, он, все. Все, забирай. Оранжевенький, понял. Сейчас возьмет никнейм, а потом попросит одежду и мотоцикл. Все. Все, чудесно. Все, орка есть. Орка есть. Теперь осталось ее пригнать в Амар, чат. Теперь осталось ее пригнать в Амар. Так. Я думаю. Да думаю, я не мешайте. Так, ладно, давайте попробуем продать это все.
Мне в любом случае нужно... Мне в любом случае иски нужны, поэтому попробуем это все продать. Купят, не купят, другое дело. И будем думать, нам нужно через нашу вот эту дырочку все мои окна провести, которые майнерские. А потом мы все вместе полетим оркой через Уедаму. Правильно, чат? Я хочу через Уедаму лететь всем своим майнерским флотом. Вы согласны? Я согласен. Сейчас я на продажу все выставлю и полетим с вами. Вообще, на мужика. А хули нам, СП-фермерам, вот это вот. Ну, пробуем, посмотрим. Смогу я это все продать. Эти конкуренты уже цену занижают. Сейчас посмотрим. Я вот выставлю ордера, и мы посмотрим, насколько у меня там будет ордеров. Опа! А глосис кардита-то нет вообще. Пятнадцать, 35. Ну, давай посмотрим. Жанис, пойдем и посмотрим. У нас есть Жанис, мы можем закрыть и посмотреть. Если мы переработаем, получим 22 миллиона 220 тысяч. Значит, как нам посчитать? Мы берем наши 22 миллиона 440 тысяч и делим на 638 857. Получаем 35 за штучку. Все, изи, математика. 35 за 35. Ладно, давайте 34 поставим. Правильно? Ну, правильно. 22 миллиона. Если люди не умеют считать, это их проблема. Правильно? Мы ставим 34. Все. Все, чат, видели? Изи вообще позицию занял. Все, я лидер. Лидер. Я контролирую Глосис Кардит. Фиша в лоу надо вперед пускать, он там уже всех знает. Яйца на стуле? Нет. У меня отдельная корзиночка для них. Рядом. Знаете, есть у стримеров корзиночка, там котик лежит, а у меня там... Вот опять. Сколько стоит эта руда? Давайте посчитаем с вами. Так, итого получается при переработке 3 миллиона. 3200 разделить на 63 507. Получается по 50 она должна продаваться. 50 умножить на 63 507. Получаем 3200, да. По 50. Бахнем чат по 50. 45 поставлю. Сомневаюсь, что ее кто-нибудь купит, но мало ли.
Так, ну и все. И теперь смотрим. Мы выставили на 3301. Вот так вот. Минус налоги, конечно, будет подешевле, но попробуем продать все, что мы накопали. Получится или нет, не знаю. Соответственно, что мы теперь делаем? Отключаемся. Подключаюсь к серверу. 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 Логиним наш флот. Хотя нахер он мне нужен, я не понимаю. Мне нужно просто орку пригнать. Так как же неудобно, боже мой. В общем, мне нужно разобраться с моим переработчиком как-то. Но это мы потом решим. Включаю варп-двигатель. У Идама сейчас плюс контент. Там никого нет. Я смотрел, орки не убивали. В ближайшие 90 дней ни одной орки не было в Уедаме убито, по-моему. Двигатель. Если мне не изменяет память. Вчера мы смотрели. Ну, может и суициднут. Ну и чё, могу себе позволить. Вот проблема. Вообще не вижу никаких проблем в этом. Запрашиваю Так. разрешение на вход в док. Разрешение получено. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Так, ну у меня, в принципе, тут все, что мне нужно, подкачано. По шелде там особо нет. В пассивной шелде нет навыков. На... Cool апгрейд вот вкачать бы, да? Было бы неплохо. А, нет, стоп, это брони. Нам броня не нужна. А где корпус? Есть вообще навык на корпус? Механика, да? Корпуса, да. Вот нам надо механику вкачать в 5. Включаю варп-двигатель. Не очкуйте, чат, все будет хорошо. Потому что ни одна орка не сунется в Уидаму. А я сунусь. А я сунусь. Вопросы? Включаю варп-двигатель. Подключаюсь к серверу.
Не нужны мне эти пока окошки. Так, шаттл есть. Все, хорошо. Вы не шарите, чат. Я сейчас, прямо на стриме, полечу в Уедаму. Успешно ее пролечу. Все такие зеваки у меня на стриме. А, он летел через Уедаму. И его не убили. И я так могу тоже. Все, повторю. И все такие летят, и их там суицидят. А мне проценты на Плекс кошелек. Опа, 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 опа. Вы не шарите. Вы просто не шарите. Включаю варп-двигатель. В Уедаме тусят бизнесмены, а не сраная трупы ВП. Что с тебя взять-то? Хоть на маршале едь. Ну вот, тоже логично. Все зависит от того, насколько ты вкусный. Это же по ордерам, по сел ордерам 5.6, 5.7. Да я только что вот смотрел, 5.45 продается сел ордера на Плекс. В смысле? Только что я вот на стриме у вас. Двигатель. 5.45. Плекс. Ну да, мы же не видим, что делают твои остальные окна. Может, они в Уедаме уже. Может быть. Может быть. Включаю варп-двигатель. Да, на самом деле, это с этим, скажите. Просто проблема распродажи. Распродажа кончится, Плекс подскочит чуть-чуть. Ну, подымется немножечко совсем, чуть-чуть. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. И сейчас в прямом эфире будем следить, покупает ли у меня кто-нибудь руду или нет. Пока никто ничего не купил. Включаю варп-двигатель. Ты что, 50 прыгов полетел на шаттле? Нет. Какие 50 прыгов? $14 всего лишь. Включаю варп-двигатель. Всего лишь 14. Включаю варп-двигатель. Я типа с Дадикси лечу. Нельзя, вчера пробовали 3 раза. Да все можно, можно, ребят, можно. Я бы вам показал. Может, покажу попозже. Да давай сейчас покажу, что мы. Включаюсь к серверу. Поехали. Ой, только я не хочу этим персонажем лететь.
Давайте каким-нибудь другим полетим. Подключаюсь к серверу. А вам как надо? Вы мне скажите, вы хотите, чтобы я из Амара прилетел в Житу или из Житы в Амар слетал? Вы мне скажите, я тогда сделаю. Как вам лучше? Как вы хотите? Ну, сейчас попробуем. Нам стример вчера тоже пока. А на чем он летел? На чем стример летал? Что, ему шаттл поймали? Не, что-то это... Пахнет каким-то разговором о том, что мы не понимаем все... мы не знаем всех условий. Как его 3 раза ловили и чем его там отстреливали. Может быть, он не на шаттле летал? Хотя, может, и на шаттле. Включаю Так, я сейчас лечу в Уедаму и буду писать в локальный чат, что я собираюсь на орке проходить через Уедаму. Зовите всех суицидников сюда. Быстро! Всех суицидников. Не, из Житы в Амар без бук не долетишь. Там смартакемп. В смысле без бук не долетишь? Так, из Житы в Амар. Ну давай. Не, ну это вызов. Не, ну это вызов. Прям сейчас? Прям сейчас, да? Угу. Окей. Так, чекаем. Яички. Да, мне надо поменять яичко. Включаю варп-двигатель. Включаю варп... Так, это я в Уедаме тут это вообще. Значит, давайте, делайте, суицидники. Я вот лечу. двигатель. Готовьтесь. Требую разрешения на вход в дом. Чё у меня ни одного суицидника в локале нет? Чё? Логиньтесь. Сюда, Вася. Бегом. Ладно, сейчас долетим. Включаю варп-двигатель. Сейчас еще к ним в цитку докнемся, чат. Вообще, чтоб полностью наглёж был. Так, значит, мы летим в Амар. Через Ахбазон. Без этих самых. Я вас правильно понял? Включаю варп-двигатель. Все, полетели. Ой, стоп. Разрешение получено. Установить клон тела. Активировать клон тела. Смотрите, дохнулся прям суицидником на станцию. Сейчас буду им писать: эй, ты суицидник, давай, андокайся. Ой. Сейчас. Так, все, еда. Всё. А это вы про Уедаму? Вчера на Ахбазон игрались. Смарта-кемп не в Ахбазоне. Так а где Смарта-кемп? Я вас не пойму. Включаю варп-двигатель. Вы определитесь. Включаю варп-двигатель. Так мне на яйце лететь или на шаттле? А что? Подожди, а ты думаешь, я на яйце не пройду?
А какая разница на яйце? Подожди, мне пройти на яйце или на шаттле? Мне, в принципе, пофиг. Мне надо на шаттле пройти или на яйце, чат? Ну, давайте на шаттле, я не знаю, просто у яйцо еще быстрее, чем шаттл варпает. На яйце легко пролететь. Или надо на шаттле? Давайте на шаттле. Какая разница? Варп-двигатель. Шера, 2 гнозиса, праксис, толос, орку обсыкаются на приварпе убить. Ну и что они там стоят? Да пусть стоят, чат, зачильтесь. Зачильтесь. Включаю варп-двигатель. Сейчас, о, блядь, я опять не туда полетел, сука. Какая разница, где они стоят? Вопрос лишь в количестве времени свободного, сколько у вас есть, правильно? Сейчас мы прилетим и посмотрим вместе, как можно выйти из этого положения с вами. Можно ли пролететь, нельзя пролететь Включаю варп-двигатель. и так далее. Что-нибудь придумаем. Всякие там вот эти вот нет без букв и все вот это вот. Сейчас все придумаем, чат, не переживайте. Ребят, давайте без агрессии. Без агрессии, окей? Запрашиваю разрешение на вход. Не ругайтесь. Разрешение получено. Игнорируйте неудобные вопросы. Я, допустим, так и делаю. Вот когда мне в чат пишут, где мой скин, я обычно такие вопросы просто игнорирую. Зачем вот это вот провокации устраивать? Так, смотрите, условия. Мы летим в Амар без букв, правильно? Все. Наша задача пролететь в Амар без букв. Буками не пользуюсь вообще никак, нельзя. Вот как хочу, так и летаю, только не буками, правильно? Все. Если я пролетаю, вы мне 1000 плексов в чатом скидываетесь. Включаю варп-двигатель. Сейчас я просто пишу челам этот самый... челам пишу... Квел, розыгрыши после 18 на другом стриме. Буду туда приходить, там розыгрышей много. Еще сегодня у нас серьезный стрим. Через какие-то лор-ворота улетали. Кто? Куда? Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Эх, так, ну что тут в этой вашей уедаме? Формите на меня уже флот. У меня летит яйцо, если что, ну, этот корабль. Вы не подумайте. Сейчас будем орку фитить и лететь. Вот на орке через Акбазон вот это дела. А на шаттле по-любому мозг есть, может пролететь. Согласен, согласен. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Так, заходим в Акбазон, чат. Включаю
Вот сейчас будет прикольно, если меня сразу прям на шаттле поймают и убьют. Вот я буду ржать. Включаю варп-двигатель. Да, вот всегда есть филаменты, по очень понятно, что не фуры, но грузовичком норм. Я ни разу в почине не был. Чтоб вы понимали просто. Насколько стример вообще крутой, чел. И знаком со всеми механиками игры. Так, смотрим. О боже. Так, что у нас здесь? Ага. Сигиль. Так, ну тут опасно, опасно. Надо срочно определить, на какую планету мы полетим. Давайте на эту полетим. Надеюсь, нас не поймают. Так, все. Значит, наша задача пролететь куда? Где тут гейт этот? Где гейт? Я запутался, чат. Куда нам надо? Кто-нибудь мне подскажет? Кто-нибудь мне подскажет, куда нам надо лететь? Опа. Так, я на какой планете нахожусь? Просто не хочу потом... Так. Мы сейчас на планете Ахбазон 9. Все. На планете Ахбазон 9. На вот этой. Смотрим. Все, полетел чат сливаться. Бам. Так. На Ахбазон 9 пока летим. Что тут у нас? Нас никто не лочит. Давайте посмотрим. Как же тут сложно пролететь-то? Как вы думаете? Что нужно сделать, чтобы пролететь? Наверное, я не смогу пролететь здесь. Здесь очень опасно. Скорее всего, сейчас меня убьют, но я попытаюсь. А это что? Это Толос, ага. Смартопраксис стоит, нет! Нет, он нас уничтожит, что же будет? Ладно, я немножко переигрываю, но вы не переживайте. Найлор. Низгар, что значит Найлор? Осуждаю на всякий случай. Итак, смартопраксис, вот он. Наш смартопраксис. Сейчас у нас будет с ним опасная встреча. Пробуем, чат. Ну что, смартопраксис, а вот и я, давай, полетели. Уничтожит нас сейчас. Сука, нет, что? Я погиб. Чат, я погиб. Нет, мы не смогли пройти кемп, смартопраксис нас уничтожил. Блин, да на лор лети, да и все. Да какая разница? Ну, я показал наглядно, что без буки можно спокойно кемп пройти. Скажем так, если бы они все ворота облепили сверху, снизу, слева, справа, то тогда да. Если у тебя все ворота по вертикали, горизонтали и там так далее, да, X, Y, Z, облепленные смартопраксисами со всех сторон, вот тогда, скорее всего, ты уже не пройдешь никуда. Понимаете, да, о чем речь? Погиб и погиб, что будет? Говорит, что не может быть, чтобы шаттл залочили. А, ну давай, все, летим тогда назад, слышишь?
Летим назад в Житу, да. Может, меня сейчас на шаттле поймают? Давай. Вот, там этот кемп стоит. Давай, назад летим. Согласен с вами. Давай, давай. Полетели назад, попробуем. Включаю варп-двигатель. Слушай, ну, у меня есть для тебя хорошая новость и плохая новость. Включаю варп-двигатель. Хорошая новость состоит в том, что можно обойти это ограничение, чтобы тебя не поймали. Плохая новость, тебе придется слезть с шаттла. Вот. Разрешение на вход в док. Разрешение подключаюсь к серверу. То есть для того, Автопилот отключен. чтобы Прибыл. пройти Включение. в Ахбазоне этот смартокемп с конрезной, с толосами и так далее, тебе надо слезть с шаттла. Если так. И ты пройдешь. Но опять же, ты теряешь просто шаттл. Ты теряешь просто шаттл. Включаю. Вы понимаете, ну, есть куча моментов. Это игра. Здесь есть пинги, хуинги и все остальное. То есть вас могут поймать из-за разницы пингов. И это нормально. Это так, к сожалению, несправедливо работает игра. Работает игра, сервера и все остальное. Кто находится ближе к серверу, у того есть преимущество. Я сейчас вам покажу просто для, так сказать... Сначала мы попробуем на яйце пройти. Потому что на яйце 100% не убьют. А потом попробуем на шаттле. Вдруг на шаттле убьют. Так, и что у нас? Чат, пошла графон. Блин, я забыл включить. Моща. Бу! Не, мы не копали лед. Мы не копали лед, потому что мне нужно купить орку для начала. Вот я ее только сейчас купил. Давай красивую графику сделаем. Орку вот я только купил. Только сейчас. Вот у меня до этого не было. Так, давайте продолжим с нашим кемпом, а потом с оркой разберемся. Так, нам нужно пройти Ахбазон на яичке. Мы проходим его 100%. Если у вас хорошие имплантики, ничего вам никто не сделает. Вы на яичке пройдете спокойно. Не в шаттле, на яичке. Включаю варп. Тем более, если у вас еще есть сейф, ну, буки. Если бук нет, в принципе, тоже можно пройти, как видите. Так, давай здесь графику послабее сделаем. Так, и мне нужно будет фит потом придумать. Какой-то фит странный, ладно, это я не знаю, откуда он взялся, это не мое. Так. А чё? Ага, я прошел. Смотрите, смотрите, он смартит, видите? Оп, оп. Оп, а теперь мы нажимаем. Включаю варп-двигатель. Оп, все, меня никто не залочил. Видели? 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 Ага. Вот так вот. Вот так вот. Теперь назад возвращаемся. Видели, да? Никто не залочил. Теперь назад в шеру прыгаем. Смотрите, какая у меня прикольная позиция. Видите? Оп. Привет, Смартапраксис. Как дела? Как дела, Смартапраксис?
А теперь пробуем пройти это же на шаттле. Включаю варп-двигатель. Вчера был другой кем со стелькой. Да пофиг, с чем он был, он бы не поймал яйцо. Хоть стелька, хоть кто угодно, яйцо не ловят. А шаттлы могут, но опять же, я же говорю, это зависит от твоего интернета. Так, мне нужна пифа. Запрашиваю То, что шаттл могут поймать, да. разрешение Не спорю. получено. Может такое быть. Так. А я что, не сохранил его? Блин. Балк. Так, Core стоит, Клакинг девайс стоит, Shield Burst стоит. А если поставить Т1 Shield Burst? Я смогу его? Давай Т1 попробуем. Да, Т1 я могу, все отлично. Так, дальше нам нужен медалька. Не нужна, у меня есть. Майнинг зарядили. Лазер зарядили. И шилд. Так, мне нужно посмотреть шилд Гармонайз. Он что делает? Сопротивление. Вот здесь нужно посмотреть. Extension 552. Гармонайз 538. Нам нужен Shield Extension. И если мы мультик снимем и поставим 550, 553, 552. Ну, в принципе, вот идеально, мне нравится. Нобелю Майндлинк не нужен, убрали его отсюда. Бустеры нам не нужны. Все, нам только механик нужен, и все. Единственное, что 129 миллионов я, наверное, мне жаба давит. 804. 100 миллионов? 803. 803 поставим. 10 тысяч. У них перекур, походу. Может быть. Так, давайте. Айс компрессор есть. Бурсты есть. Можно... Вы знаете, можно купить пока себе Shield Boost 2, поставить один в карго, чтобы мы будем пока лететь. Давайте пока... Так, сколько нам нужно? Все купить, только без орки, конечно же. А, нет, стоп, я забыл. И еще раз. Туклиборд. Так, импортировать, симулировать. Симулировать есть. Так, тут все хорошо. Тут все хорошо. Значит, тут Shield Extension комплектуется. Бурст, варианты. Shield Harmonizing. Еще добавим сюда. 300. И вот этот модуль еще нам купить надо. Да. Так, механик есть. Эти есть. Все. Все, значит, сколько мы в варп уходим вообще? Блин, ядро активировано, я думаю, что такое? В варп режиме полминуты, хорошо. Допустим, мы поставим... Вот, допустим, мы поставим 100 мн. секунд. Максимальная скорость 133, а базовая у нее сколько? 69. Вопрос, она раскрутится за 8 секунд до 133 или нет? МВД, да я понимаю. Ты видишь, у меня реактора не хватает.
Выключи один линк. Окей. Так. На МВД она сможет 10, да? Я правильно понимаю? На МВД она уйдет к лока МВД, правильно, чат? Подскажите, пожалуйста. Клок МВД отвар будет, правильно, на МВД? Все, импрувит стоит, клок МВД, туда-сюда. Даже 500 тысяч этих есть. ЕХП. Ну окей, окей. Не, на клок МВД чуть не успевает. Разгонять. 50 МН. 50 МН МВД ты имеешь в виду поставить? Серьезно? Ну, он имеет в виду, что 2 цикла 50 МН, и, мол, она разгонится за 20 секунд вместо 30. Да, я тебя правильно понял? У меня тут... Не, я могу 100 МН поставить. Типа на 100 МН разгоняться. Ну ладно, давай 500, пофиг. 500 МН. Так. Значит, что нам нужно еще? Давайте еще раз. Сначала давайте купим просто фит, правильно? А потом уже будем дорабатывать. Так, нам нужен Shield Booster 2. Дальше Extender Charge. Дальше Harmonizing Charge. Тоже 300 штук. Давай 3000 того. Не, или 2000, да? 2000, 2000, 2000. Так, балкхеды есть, имплант есть, бурст есть, 500 МН, да, нужно еще купить. А какой лучше? Компакт, да? Просто потому что... Буран, привет. Не знаю, 50... Ну, слушай, чат. Давайте этот... Мы потом поэкспериментируем. Потом поэкспериментируем. Сейчас мы все это дело зафидим. Зафидим. Сколько он стоит? 10 миллионов. Не, я его сейчас не буду одевать. Так. Ой, тут столько новых отсеков интересных, чат. Сейчас будем изучать. Вот это да. Не хватает мощности. Да. Так. А сколько у него? 23 тысячи. Правильно вот это вот? Это в самом корабле 23 тысячи. У, четенько. Так, дронисы.
Дронисы мне от суицида не помогут. Отсек для руды, топливный отсек. Вот это уже нужно. Чем оно там заправляется? Heavy water. Сколько у нас? 6400, а одна штучка весит 0,4. Сколько заправить? 6400 разделить на 0,4. Это 16 тысяч надо купить. Так, чё? Найс цена. 16 тысяч. Оп, видите, вроде пока. Так, имплант сюда вставили. Вроде как готовы, да? А ну, в симуляции посмотрим. Все, хорошо. Я могу еще добавить, чтобы у меня в 4 было. Что оно дает 4? На 10 повышает. Мне это не интересно. Ну, вот это уже другое дело. Ну, окей, качаем, качаем. Баскервилли, привет. Кое-кто не понимает, как кое-что работает. Наверное. Так, ну что, тестим, чат. Блин, надо было лететь с медалькой. Сейчас бы сразу имплант подключил бы и не парился. А теперь придется в Амарию лететь. Так, ставим. Ставим себе. Так, я все взял? А что за обслуживание кораблей? Кто расскажет? Это типа сюда можно груженный корабль поместить, типа баржу, да? Medium extender, окей. Угу. Хорошо, с Medium Shield Extender будет 400. Давай вот так вот сделаем. 508. А если я еще один Харденер? 515. Покупаем Харденер. Он лезет? По фиту лезет. Все, Харденер. И еще, наверное, не простой, а кинетик купим сейчас. Ой, термал. Вот этот. О! Чтоб прям этих суицидников прям вообще жестко. Все, сюда. Вот так. О! Ай, вкусно. Так, ну все. Что ты нам покажешь? Отключительные модули, боже. А что, кстати, ядро дает? Но оно на пассивное, правильно, никак не влияет? То есть от ядра пассивность не увеличивается. Повышение скорости, добычи, скорость, эффективность добычи. Не, никак. Все, нет смысла включать. Это тоже можно выключить. Все, готов, чат. Клоку забыл включить. Вот, теперь готов. Че, пробуем? Сейчас бам! Приехал. Да, туда 2 лопаты влазят с собой. Ого! Дарклигат, привет, спасибо большое. Сейчас будем на орке лететь. Чат. В Уедаму. Вот корова, ты куда повернула вообще? Включаю варп-двигатель.
Опа, опа, смотри, как быстро ушли в варп. Вы видали? Так, сейчас будем клока МВД пробовать, чат. Сейчас будем пробовать клок МВД от варп. Чем, ну, вы там эти суицидики, вылазьте давайте, я лечу. Так, хорошо. Так, ну просто 500 мн пробуем, да, вот я включил, через сколько она уйдет в варп? О, инста, отлично, прям вообще красота, смотрите. По кайфу. По кайфу. Красота, чат. 2 лярда это сколько, ну... С учетом того, что у меня месяц Омеги стоит 115 плексов, для меня это 3 месяца Омеги летит на секундочку. Так, ну все, сейчас будем пробовать вот это вот. Качает музон. А ну давай через клоку МВД попробуем. Давай, давай, давай. Смотрите, через клоку МВД пробуем. Включаю варп-двигатель. Да, через клоку МВД тяжело ей. Через клоку МВД тяжело, чуть-чуть не хватает. А если на нагретом попробовать? Сейчас попробуем нагретом. Орку через Абазон. Стиви, ой, Стиви, My Little Fish, хватит здесь свои пошлые фантазии эротические писать в чате, пожалуйста. Если ты хочешь, есть для этого специализированный сайт оранжевый. Вот записывай, как ты там свою орку через Абазон туда-сюда вставил, андокнул, докнул и лутай бабки. А у нас тут приличный стрим, поэтому мы через Уедаму летим. Сейчас попробуем чат нагретом. Может быть, нагретом получится, не знаю даже. Так, у меня это двоечка, да. Блять, для этого требуется термодинамика хотя бы уровня 1. Срочно термодинамику надо прокачать. Позорище. Закончено освоение навыка. Позорище, чат. Закончено освоение навыка. Ой. Так, пробуем еще раз. Пробуем еще раз с гретым МВД, чат. С гретым пробуем. Включаю варп-двигатель. Опа, сюда, чат, сюда. Вы... Это просто в шортс. Это просто в шортс. Сюда. Все, не благодарите. Юзайте лайфхак от Дуа Прайма. Сюда. Все, юзайте. Уедама я лечу. Без грева не работает, да. Надо в греве. Быстро, Ахвазон. А вообще-то работает, да, все правильно. Да, вообще-то работает. Без грева не работает, а вообще-то работает, да. Так что вообще изи. 10 секунд орка. Поймай меня, называется. Легко вообще.
Главное не спалить МВД перед Уедамой, да? Включаю варп-двигатель. Смотри, все работает, смотри, полетело. Моментально. Быстро, Фазон. Баскервилей. Баскервилей. Я, конечно, все понимаю. Но я сделаю вид, что я не видел твоего сообщения, окей? Я сделаю вид, что я не видел твоего сообщения. Вот сюда смотри. Ну, чат, короче, сейчас пояснит тебе. Давай, давай. Ай. Чат, ну вы только не сильно, хорошо? Ай. Окей, окей. Без грева так без грева, как скажешь. Это и прикол. Ну слушай, давай, мы сейчас долетим. Я как бы без негатива. Мы сейчас долетим. Мы сейчас долетим и попробуем. Без негатива. Мы сейчас долетим и попробуем. Включаю варп-двигатель. Мы сейчас долетим и попробуем. Жа вроде бы он прав. Ну окей. Окей. У меня работает с импрувидом. У меня работает с импрувидом. В чем проблема? Я не вижу. И не надо меня оскорблять. Я ранимый очень могу забанить. Один процент немного, 15. Что? Чат быстро проверили на прототайпе. Быстро проверили на прототайпе и отписали. У кого-то морка есть с прототайпом, давайте. Кто там в нулях может проверить? Я просто не могу сейчас, пока я немножко занят. Я немножечко занят. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Так, давайте без деревянный, пожалуйста. Ведите себя прилично. Если кто-то не пробовал, а кто-то пробовал и работает, круто. Но просто везде рассказывают о том, что нужно использовать Improved клоку для того, чтобы работала 500 МН. Клок МВД от Warp. Вот и все. Поэтому в комьюнити распространено мнение, что нужно Improved. И в том числе и я использую Improved. Поэтому не нужно ругаться. Так, заходим в Уедаму без регистрации смс-чат. Смотрите, без регистрации и смс зашли в Уедаму. Эй, вы тут суицидники, власти, я пришел к вам. Где вы? Давайте. Может, они все Вали меня ждут, а я тут в ее. Включаю варп-двигатель. У меня компакт работает без грева. Все, Лес, все. Все окей. Подожди, а какой компакт? Кто компакт? А где ты нашел компакт клоку? У меня вопрос. У нас нет компакт клоки. Может быть, ты хотел сказать прототайп?
Смотрите, сколько майнеров, вы мне тут пишете про эти. Смотрите, вы посмотрите, бля, майнеры вообще, вы нормальные? Бля, обнаглели. Летают через уедам. Ой-ой-ой, суицидники вообще что-то не дорабатывают. Ля, сколько майнеров. Ой-ой-ой. Движок компакт. А. Включаю варп-двигатель. Ладно. Ну, короче, все, мы уедаму прошли, так что зачилились и летим добывать лед. Они просто думают, что если два модуля прожались, то все работает. Не, мы сейчас долетим. Мы сейчас долетим. Не вопрос. Мы сейчас долетим до Амара и попробуем на этом самом прототипе. Без проблем вообще. Вообще без проблем. Ну, это легко очень сделать. Никаких проблем нет. Как бы проверим. Я потом вырежу шорты и на YouTube себе загружу. Скажу, смотрите чат. Все работает, все хорошо. Можете и на прототипе без грева, и на импрувиде с гревом летать, как вам удобно. Включаю варп-двигатель. По дороге ты купи. Ну, давай глянем. Да, есть ли тут где-то... У меня, к сожалению, по дороге нигде не показывают, что можно заехать купить. Есть только в Уедаме. Твою налево! О, так я могу купить в Уедаме. А, она мне не влезет в шаттл. Все, отбой. Чат, отбой. Полетели назад. 100 МН... Варп-двигатель. Что будет делать стример? Стример везет орку в Амар, чтобы копать лед. Мы вчера на стриме в последнем смотрели констелляции, эти самые все регионы, где можно копать лед. Вот, стример хочет копать лед на стриме. Накопался минералов, уже аж подташнит немного, вот, поэтому хочет лед покопать. Зрители требуют лед. Я не могу отказать им в этом удовольствии, поэтому будем лед копать. Так, и мы хотели в Амар долететь. Или в Житу вернуться. В Житу вернуться. Через Ахбазон. Нет, давай я пока не буду лететь никуда. Пока я оркой занимаюсь, я не хочу. Вход в док. Включаю варп-двигатель. Рынок планетарки рухнул. Я не знаю. Я не занимаюсь планетаркой уже 4 месяца. Я бросил заниматься планетаркой не потому, что он рухнул. По последним отчетам, рынок планетарки более чем стабильный, и там нет никаких изменений. Вот. После патча там никаких изменений нет в планетарке, так что можете заниматься планетаркой, как и раньше. Так, система. Система. Это куда? Полетели. Включаю варп-двигатель. Так, если меня сольют из-за вас, я вам этого не прощу. Из-за ваших вот этих вот шуточек. Привет, а что за лед? Ну, лед это ресурс в игре EVE Online, который можно добывать, его перерабатывать, и потом из него делают топливо, всякие штуки для цинок, и топливо, которое используют цитадели, и топливо, которое используют корабли для того, чтобы прыгать. Есть 4 вида кораблей и 4 вида льда. Изотопы. Лед это настолько круто. Вот мы не знаем, мы узнаем. Мы не знаем. Мы попробуем. Руду я пробовал копать, и руда фигня получилась. Вообще.
супер мало. Там что-то около 20 миллионов в час с окна получилось. То есть фигня. Расходник, да, это очень важный расходник. Его очень много добывают, и без него не могут ни цитадели работать, ни капитальные корабли прыгать. Он нужен еще для того, чтобы даже, по-моему, эти все осадные модули работали. В Сидж можно было. Вильспар типа только дорогой. Ну, пускай будет так, да. Так, пробуем. Купили. Купили. Вставили. Все, выходим. Пробуем, чат, пробуем. Так. На кону репутация Баскервилля. Включаю варп-двигатель. Так. Ну, первый раз мы не будем пробовать, мы после гейта попробуем. Включаю варп-двигатель. Сейчас будет магия, да. Magic moments. Magic moments. Так. А куда я лечу? Так, пусть он пока докнется и все. Включаю варп-двигатель. Ой, боже. Ну давай. Ура! Я боялся, что мы забампаемся. А как путь из ВХ найти? Вчера залетел и не понял, как выйти. У тебя есть проб-лаунчер, чтобы сканировать? Орка не в Travel Fit. Это как раз My Little Fish Travel Fit. Чтоб ты понимал. Так. Сначала пробуем без МВД. Сначала пробуем без МВД. Включаю варп-двигатель. Ой, блядь, чё-то не работает, слышь? Чё за хернень какая-то? Чат, чё-то не разгоняется. Я, наверное, что-то неправильно сделал, да? Сейчас на следующем гейте попробуем. По-любому получится. По-моему, я что-то не то нажал, да? Смотри. Ты находишься в ВХ. И у тебя в ВХ есть червоточина. Так называемый статик. Эта червоточина спавнится каждый день. Ну, есть разные червоточины, которые живут 24 часа, есть которые живут 16 часов. Через 16 или 24 часа она исчезает, и где-то рандомно в системе новая появляется. Статик всегда ведет в какую-то тип систем. Либо это C1, либо C2, либо C3, либо C4, C5, C6, хайсек, лоусек и нули. Вот. Соответственно, если ты, скорее всего, залетел из хайсека, то статик, скорее всего, ведет в хайсек. Твоя задача сейчас просто выкинуть пробки, расканить систему заново и найти новый вармхол, который заспавнился. И ты попадешь снова в хайсек. Но этот вармхол уже будет вести не туда, откуда ты пришел, а в какую-то рандомную систему. Вот так вот. Так, пробуем еще раз. Я что-то неправильно нажал, по-любому. Поэтому я сейчас нажму все правильно, и все получится. Еще раз. Разгон, клока, МВД. Смотрите. Все, разгон, клока, МВД, смотрите. Так, доходит МВД, прям совсем чуть-чуть остается. Отключаем клоку и варп. Все, и оно сейчас... О, да что такое, блин? По-моему, не работает чат. Есть у вас идеи, как это пофиксить? По-моему, что-то не работает, чат. Давайте еще один. Может... Нет, в беле мы не будем точно этого делать. Давайте дохнемся, я не хочу здесь сдохнуть. Что-то не работает. Мы сейчас долетим до синеньких систем хайсека и там еще раз попробуем. А как понять, что она именно ведет? 100 МН АБ и вторая клока. В смысле вторая?
смысле? И вторая клока. Название Improved ты имеешь в виду? Нет, Т2... Ну правильно, да, у меня стояла Т2. Но пришел зритель в чат, сказал, что мы все деревянные, с его слов, и работает с вот этой вот клокой, прототайп. Мы потом отмотаем, скрины сделаем. Как понять, что она имеет на выход из ВХ? Так что написано будет в инфе. Да, ты когда нажмешь на ВХ, у тебя будет написано, она ведет в неизвестные системы, она ведет в системы с нулевым статусом, она ведет в системы с low security статусом, низким уровнем безопасности, или она ведет в системы с высоким уровнем безопасности. Так, Swift Black, я знаю. Вы не мне это обсуждаете. Я сейчас как долбою осуждаю, выгляжу. Я-то знаю. Спасибо за фоллов, кто зафолловался. У меня-то все было изначально правильно. Да, давай, расканися и напишешь нам тут на стриме, получилось у тебя найти или или не нашел. И там она будет буквами помечена. Milky Way, привет, скажешь буквами, какое у нее кодовое обозначение. B274 или N110. Вот, посмотришь, нам скажешь, хорошо? Мы ждем. Нам интересно, в какой ты ВХ. Ты когда нам буквы напишешь, мы тебе скажем, в какой ты ВХ оказался. Хотя мы и так можем посмотреть, если ты напишешь код. Вот здесь у тебя вверху, вот здесь вот у тебя код ВХ написан. Ты можешь нам его написать сюда в чат, и мы тебе покажем, как по коду ВХ определить, где ты есть. Не, в смысле не. Не переживай, мы тебя убивать не будем. Ну, я надеюсь, чат не будет убивать тебя. Ладно, не хочешь, не надо, окей. Я тебе просто покажу, смотри, есть такой сайт. Называется anoic.is. Вот на него ссылка. Сейчас я скину в этот. Вот он. Заходишь сюда, пишешь свою ВХшку, допустим, J, вот 11, 27, 47, к примеру. Оно тебе, видишь, показывает, что это ВХ третьего класса. Это третьего класса ВХ. И есть статики. Вот он, U210. Нажимаешь, он тебе покажет, что это статик в low sec, с массу, сколько он живет и все-все-все. Все, пользуйся, пожалуйста, на здоровье этим сайтиком. Надеюсь, у тебя получится все. Так, пробуем теперь с импруведом. Видите, Т2 стоит. Отключил, нажал и... Да что такое, чат? Я что-то не то сделал. У меня что-то не работает. Все, я поломал. Я поломал что-то. Наверное, нажимаю рано или поздно. Сейчас разберемся. Что-то я поломал, короче. Нубас, стример Нубас. Проще. Не надо проще. Может, у него там есть куча полезных вещей в карго. Может, он что-то... Да-да, поломал. Стример это все шоу. Вы не думайте. Но только что работало. Работало только что. Бобр, привет. Да. Да, подключены. Если дропсы активны, они есть. Мы уже поняли, что так... Ну, да, бывает такое. Просто вчера другой стример учился на орке клока МВД на Т1 клоке. Все работало. Это ты был? Я забыл... Блять, ну я нубас. Я же Гретую ее нажимал.
Я думаю, что не так? Я же Грету, я в Греве нажимал. Думаю, в чем дело? Ну я туплю, чат, а вы не подсказываете. Я же в Греве клоку нажимал. Ну, балбесина. Думаю, что не так? Что я думаю, ее что-то не то дело или что? Вот смотрите, я вешу на капсуле, суицидники меня просто боятся, в житии не стреляют. Видели? Вот это уважение, уважение. Да-да. Ну и вот это вы тролли, конечно. Ай-яй-яй. С каждого тролля по 100 рублей. QR-код на экране. Вот так вот. Плата за проезд. Капсула какая-то. Это он за ними следит? Разрешение на вход в док. Разрешение получено. Поражаюсь, конечно. Да ладно, забей. Корабль прибыл в место. Мандрагор, забей. Это стандартная ситуация. Не надо поражаться им. Включаю варп-двигатель. Оп, инстат варп, все. Как будто на ДСТшке лечу, да? Не, ну а чё, я ничего. Да. Да, кстати, если есть кто-то новенький, подключайтесь к нашему комьюнити, подписывайтесь на телеграм-канал, там много майнеров, производственников, чатик есть, можно задать свои вопросы, поспрашивать. Ну, плюс розыгрыши иногда бывают, плюс размещаю информацию касательно копки, лун, стоимости руды, поэтому не стесняйтесь, подписывайтесь в телеграмчик. Так, я в клан вступил, а они все спят, а я хотел купить корабли и так далее. Не, смотрите, скорость... скорость... сейчас. Включаю варп-двигатель. Вот, видите, я поздно нажал. Или рано. Там надо прокачивать навыки, насколько я знаю. Тут есть навыки на маневренность. Вот их нужно прокачивать. И в Эйзи в маневринг вот этот навык еще надо качнуть. Скорее всего. Он влияет на маневренность. И, соответственно, маневренность сокращает, насколько я знаю, необходимую скорость, по-моему. Или набор скорости. Ну, короче, надо почитать. Там у Локли, по-моему, есть на Ютубе видос про Клоку МВД. Там надо посмотреть. Что сегодня в розыгрыше? Ничего. Розыгрыш будет, чат, на стриме у Архонта. Вот. Поэтому, если что, на стриме у Архонта будет розыгрыш большой. Заходите и пишите розыгрыш. Большой, где большой розыгрыш? Включаю варп-двигатель. Да, вот сейчас нормально получилось. А, кстати, он уже подрубил или нет? Когда у них там подруба эта крутая? Кто знает? Ну, судя по количеству зрителей у меня, он еще не подрубил. Вы просто скажите мне, когда Архонт подрубит. И я тоже офну стрим. Я хочу послушать, что там будет. Мне интересно. Не, в конце стрима мы что-нибудь разыграем, не переживайте. В конце стрима разыграем.
Так, вот я отключил на Варп-двигатель. 75%. Идеально. И простите. Так, давайте не токсичить чат. Орку орку не будем разыгрывать. На орке я буду копать. Так-то все равно некрасиво получается. Это ругань и обзывательство. Кто? Я? Я кого-то обзывал? Виноват, простите, пожалуйста, не бейте. Если я кого-то обзывал, извините. Так, кто хочет объяснить по поводу механики от варпа, всех прошу в мой дискорд или телеграм-канал. Пожалуйста. Мы тебя ценим не за розыгрышей. Я знаю. Спасибо большое. Приятно. Включаю варп-двигатель. Ну вот, нормально получается пока. Осталось всего лишь 26 прыжков. Каких-то. У меня есть скинчик? Нет, они дорогие вообще скины на Рорку. Надо будет накопать льда и купить скин. Вам какая нравится? Блин, у Гуристас, наверное, стоит пипец сколько денег, да? Элитный капслер 19, это... Ага, понял. Ладно, ребят, забейте вы, все нормально. Мы разобрались. У стримера работает Improved Clock AT2, и Грета МВД по-другому не работает, все. Мне этого достаточно. Я знаю, что у вас тоже будет работать, если вы будете так делать. Поэтому делайте так. Скин под лед, ее не видно будет. Кстати, а сколько цикл? Две минуты, нифига себе. Как челы вообще на орках умудряются копать в каких-нибудь там хайсеках, ой, не хайсеках, этих нулях, лоу и так далее. 2 минуты стоять в сидже, жесть. 150 секунд сидж, нифига себе. Я манал. Алибор, привет. Ну вот видишь, я вот уже подрос немного, на орку пересел. Как все крутые эти майнеры в хайсеках. Растем. Никак орка почти никогда не спасается. Да я не говорю, что она спасается. Я имею в виду, что как они вообще, ну, не боятся, не этот самый... Я боялся летать на таком корабле. Еще и с 2 минутами цикла. А в CG можно клоку нажать?
Нет, ну ладно. Ветка вкачанных навыков тоже влияет. Мне вот эти корабли вовсе недоступны. Я сижу и на Вентуре езжу и копаю. Можете мне тоже осуждать, что я ни к чему не стремлюсь. А я в игре и отдыхаю, работаю мне в реале. Да, вообще без проблем. Нет, тут понимаешь, в чем вопрос? Тут был вопрос в том, что человек пришел на стрим и начал с пеной у рта доказывать, что работает. Возможно, и работает, но у меня не получается. Вот, пока. Может быть, он мне скинет фит, который нужно использовать? Не знаю. Пусть мне скинет фит на Duo Prime, я попробую этот фит, и мы, может быть, мы не правы, действительно. Я не знаю. Да, орку невыгодно. Ты просто прожимаешь не в том порядке. Возможно. Вот я опять ошибся, ладно, пофиг. Вы имеете в виду, что сначала нужно прожать МВД? Вы имеете в виду, что сначала нужно прожать МВД, а потом клоку? Смотрите, чем чревато прожатие сначала МВД, потом клоки? Очевидный минус это то, что вы когда включаете МВД, у вас раздувается в 500 раз сигнатура. В 5 раз точнее. И получается, противнику, который пытается вас залочить, ему легче вас залочить. А потом только цикл клоки. А клока, она имеет приоритет в тиках сервера. И получается, если вы хотите уйти в клоку, вам и сделать клок МВД от варп, вам выгоднее нажимать клоку первой, потому что она имеет приоритет по тикам сервера. Это если коротко. Похоже, что это червоточина ведет в пространство с нулевым. Это в нули. Это в нули, это опасно. Посканируй еще. Или у тебя только одна червоточина есть. Ты живешь в нулях? Если ты живешь в нулях, то тебе деваться некуда. Я ж просто не знаю, если ты в стаканах и живешь в нулях, тогда это была ошибка. Остаться там, в червоточине. Тебе нужно искать высокий уровень безопасности. Ну или хотя бы низкий, но будет опасненько. Я в -1. Не, это я понял. Не, может быть она у них работает, если они там зафитили эти самые инерстабы, еще чего-нибудь. Но по факту, если ты летишь в тревел фите, тебе не нужны инерстабы, потому что у тебя скорость от варпа 10 секунд. Все. Ну или сколько там? 8. Сколько тут? 10 секунд. Все, у тебя не может быть быстрее. Понимаете, в чем дело? То есть от того, что ты инерстабы фидишь, у тебя цикл МВД 10 секунд. Все. Пока цикл МВД не кончится, у тебя корабль в варп не уходит. То есть, получается, неважно, есть у тебя инерстабы, нету, это не влияет для travel фита. Люди, которые говорят о том, что travel фит... Travel фит это 500 МН МВД, все. Ну, пойду в нули, спасибо за подсказку. На здоровье. И сайтом пользуйся обязательно. Сайтом пользуйся, учись, молодец, занимайся, играй.
Не, Мандрагор, я не знаю, я просто пытаюсь фантазии ихние. Да, давайте в Дискорд ко мне, и я посмотрю, давай. Вон, в General заходите. Ты только не ругайся, мадам тут был. Все. Вот, смотрите. Он показывает нам стрим. Все, My Little Fish, можешь... ничего не этот, мы на стриме с тобой. Сейчас только... Подожди, андокайся пока. Да, я сейчас покажу, да, я врубил. Все, смотрите, чат, мы смотрим My Little Fish. Все, поехали. Так, только подожди, только ты сначала давай фит нам покажи, окей? Фитецкий, открывай Фитецкий. Фитецкий открывай свой и показывай нам, что у тебя там стоит Т1 Клока и что у тебя там... Так, 500 МН, окей. Да, блять, качество у тебя говняное, можешь... Слушай, прототайп, да, я увидел, прототайп. Да, все, видно. 500, да, 500 МН, что-то... Ну, пиздец, качество, конечно, ну ладно. Не, ну качество, это может у меня... Может это у меня? Качество такое, ну 500, да. Я перезапущу сейчас, погодь. Да скинь мне фит, слушай, скинь мне фит просто... Погодь, я перезапущу. Дай мне минуту времени, я... Да, без проблем, давай. Напишешь в чат, когда будешь готов. Так, вот этот малер мне не нравится. Сразу вам скажу, чат. Вот этот малер мне не нравится. Включаю варп-двигатель. Сейчас меня будут убивать, походу. Сейчас, походу, мне показательную эту устроят. Слив моей орки. Включаю варп-двигатель. Так, ну что там? Смотреть стрим. Вот, теперь получше, да, теперь получше, давай. Так, смотрим. Стой. А как на весь экран? Нельзя? Ой, это я не то делаю, все. Ладно, смотрим. Прототайп, видите, прототайп и 500 МН компакт. Все, смотрим. У него ежики стоят. Риги у тебя какие, покажи. Риги у тебя какие? Прототайп, да видим, мы видим, все. Ты без риг, ну ты на шелду, все, хорошо. Окей, поехали. Так, проходим. Все, смотрим, смотрите. Разрешение получено. Давай, не подведи, с первого раза. Так, поехали. Разгон. Нажал клоку и МВД. Смотрим, выключает клок, МВД, клока горит. Все. Все, нажал. Да, ушла. Окей. Все работает, все, верим.
Верим. Все, я поверил, чат. Вы поверили? Я поверил. Все работает. Работает. Я не знаю, как это работает, но это работает. Все. Включаю варп-двигатель. МВД нажимает с первым там. Ну, возможно. Я не знаю. Это надо у Little Fish спрашивать. Первым он нажал или не первым. Если он признается, конечно. Ты нажимаешь F1 или F2 сначала, my Little Fish? Признайся. Давай, вот честно. Разгоны МВД, клока от варп. Всегда так было. Ну вот. Ну, видите, он говорит, клока первая. Ну вот. Ой, а тут никаких этих нету. А я-то думал, тут суицидники меня ждут, а их нету. Ну так неинтересно. Алло, у меня пинг 200, у меня по модулям бардак. Хорошо. Ладно. Ну все, короче, чат, забейте. На самом деле это никак не играет роли. Импрувит или не импрувит. Для Travel Fit это вообще роли не играет. Никак. Я могу и с перегревом кататься. Видимо, у орки как-то по-другому это работает за счет того, что она большой корабль. Возможно, я не знаю. Главное же, что работает. Да, согласен. Да, да, Стьюи вот базует. Включаю варп-двигатель. Ну, я вообще, я же говорю, мне не сложно. У меня сейчас, вот, кстати, раньше нельзя было нажимать клок, этот МВД нельзя было в предгреве делать после гейтовой клоки, а сейчас можно. Сейчас можно. То есть, возможно, у меня из-за того, что у меня не прокачаны какие-то навыки, у меня скорость медленнее набирается. Я не знаю. Может, наоборот, из-за того, что у меня прокачаны навыки, у меня скорость больше, максимальная скорость, она медленнее набирается. Может, там, наоборот, надо мало, чтобы навыки были прокачаны. Надо смотреть эти все моменты. Но вот конкретно в данной ситуации, ну, вот у меня вот так. 43 прыжка. Ну, нам было интересно, но чё вы вот это вот... А, кстати, да, чат, пока я этот, можно починиться. Если кто не знал, то на цитаделях можно бесплатно чиниться. Если у тебя дорогой корабль, то починиться стоит обычно очень дорого. Особенно хул Титана починить. Вот. Но благодаря цитаделям можно чиниться абсолютно бесплатно. Все модули, все. МДФ 5 лучше. Ну да, у меня Afterburner, видишь? Navigation. Может, Navigation надо прокачать? Давайте попробуем. Освоение навыка. Тут же жда, не разберешься без бутылки. Может, у меня что-то неправильно прокачано, из-за этого проблема. Мне пришлось зайти в доту закрыть и зайти в Еву, чтобы это показать.
Мы глубоко ценим твой вклад в развитие комьюнити EVE Online. Соседа завис. Да-да, у меня соседка, бабулька. Все, давайте, в общем, мы эту тему больше не будем, а то правда. Вот это вот дар. Это майнеры, да? Это они только долетели, что ли? Да, это майнеры только долетели, смотрите. Включаю варп-двигатель. Не, вот видите, без грева не хочет. Без грева не хочет никак. Ну, видимо, эта механика вот на больших кораблях по-другому работает. Другого я не вижу варианта. Видимо, на больших кораблях она так работает, что наоборот. Не прототайп, не импрувит, а прототайп нужно использовать. Я не знаю, как это все. Копай уже. Так я не долетел, кого копать? Надо сначала долететь. Кстати, давайте обновим цены. Конкуренты в Ой-ой-ой, я неправильно ошибся. Ну ладно. Ну я же говорю, я, допустим, боюсь нажимать сначала МВД, потом клоку. Мне вот комфортно в таком режиме, как я работаю. Нажал клоку, заклочился, а потом уже МВД. Правильно, неправильно, это уже другое. Ля, смотри, повылазили. А тут вообще жесть на этом рынке творится. Попробуй что-нибудь продай. Душат, душат со всех сторон. Не, ну в такой руде, где там какая-то трэшовая, там можно, походу. А вот крупные партии там не поторговать особо. Надо сидеть, задрачивать. Извините за выражение. Включаю варп-двигатель. Мне вот удобно, я так и делаю. Так в этом блоке не рван. Это точно. Все, 500к ЕХП. Найс, мне нравится.
Кошмар червоточный, все в цитаделях. Да. Сколько максимум исок было и куда потратил? Максимум у меня исок вот сейчас есть. Ну, плюс-минус вот 200 лярдов у меня. Это мой максимум. Плюс еще тот, что в СП ферме там якобы уже... Но это будет через, получается, когда? В феврале месяце. Будет мой максимум. Когда я верну. Видишь, тут еще зависит от того, когда ты МВД отпустишь. То есть важно МВД вовремя отпустить. Самый дорогой корабль, который у меня был, это был Аншар. За 10 лярдосов. Джамфрейтер. Все, а так все в исках. Да, в клоке нельзя прожать МВД. В клоке нельзя, когда у тебя клока активирована, нельзя. Но, если ты нажимаешь кнопку, а потом нажимаешь сразу МВД, тогда нажимается. Это так работает. Но дальше уже не работает. То есть вот я сейчас беру разгон, нажимаю клоку, нажимаю МВД. Расклочился, МВД завершила цикл, я ушел в варп. Не, ребят, на самом деле, я считаю, нужно просто, прежде чем что-то это, надо пробовать, тестировать. Ты потестировал в безопасных условиях. А дальше можешь там уже... А если не можешь, зайди на YouTube, посмотри гайды. Гайдики всегда можно посмотреть, правильно? Че там Архонт уже подрубил? Я уже хочу этот... Отдыхать идти. Когда он там подрубит? Так. Кто-то купил мимасы. Включаю варп-двигатель. Ты нас рейдишь, к нему еще нет. Так, все, Мандрагор, пожалуйста, успокойся. Пожалуйста, прекрати. Я забыл освещение включить. Вот, ну бас. Вроде 16. Ну, я так понимаю, в 19:00. Как раз долетим. И на следующем стриме можно будет уже купить лопаток. Включаю варп-двигатель. И покопать попробовать. Мимас не сработал. Угу. Да, что-то мимасы не работают, не знаю чего.
меня все включено, если что. Ну ладно, может попозже включится. Включаю варп-двигатель. В червоточинах газ Севоенки, да. В червоточинах у тебя есть 15 минут времени. 15 минут времени есть, прежде чем прилетит непись на газ. Если ты прилетаешь на газ и там уже стоит непись, значит кто-то до тебя уже побывал на этом газу. То есть кто-то уже приварпывал, чем-то занимался. Но если в клоке подварпать, не запускается таймер. Только когда ты расклочишься. Включаю варп-двигатель. Есть подозрение, возможно, что сработало из-за ежиков. Но я не собираюсь летать на орке без балкхеда и дэмэдж контроля. Вы меня извините. Поэтому я лучше понажимаю греты и МВД. Тут не только непись и пушки. Пушки... это точно газ вообще у тебя? Может быть, это не газ? Есть один газ, на котором 5 пушек. Извините. Там есть газ, на котором вот так вот пушки расположены, 5 штук. Вот ты прилетаешь, вот тут вот газовые облака, и по периметру пушки стоят. На других вроде бы как нет пушек. Включаю варп-двигатель. Согласен. Зираэльб. Согласен. My Little Fish. Заканчивай. Ну, магалы, чё? Ну и чё теперь? Могу вот тебе дать мут на 10 минут. Хочешь? Как тебе такая магия? Хочешь? Хочешь? Ха-ха-ха. Нет, ну тоже. Не, все нормально. Разобрались. Показал. Все хорошо. Доказал. Вопросов нет. Работает. Я просто криворукий. Надеюсь, никогда не увидим твою орку на борде, да? Дай нам сбросить напряжение. Так а в доту? А в доту поиграть? В доте лучше всего сброс напряжения происходит. Включаю варп-двигатель. Там можно с мамкой чьей-нибудь в кино сходить. Кайф, кайф. Не, я в Warface не играл. Херон это сила, Херон это сок, помощник мой лучший, надежный дружок. Сканируй, находи, исследуй все вокруг. В глубине космоса ты мой верный друг. О,
OG, спасибо большое за 151 рубль с оплатой комиссии. Большое спасибо тебе за донатик. А где текст? Где текст? Спасибо. Не байт, если что. Можешь в чат написать. Включаю варп-двигатель. Правильно, нас тут не уважают. Просто протестил. Окей, спасибо тебе большое. Приятные тесты. Кто еще хочет потестить, ребят? Тестите, не стесняйтесь. Стьюи, по поводу нас тут не уважают. А знаешь, кого уважают? Знаешь, кого уважают? Топ-донатеров уважают, Стьюи. Ну, как бы ты понимаешь. Какой вкусный кораблик для килла. Согласен. Согласен. Сейчас залогинюсь с альта и буду его убивать. Включаю варп-двигатель. А уже понятно, что она работает. Че тестить? А там еще другие есть оповещения, если что. Можете другие опробовать. Вы же еще не видели другие оповещения? Любой корабль, Амид, любой корабль рано или поздно окажется на киллборде. Любой. И мы тоже когда-нибудь все окажемся на киллборде. Осуждаю на всякий случай, но это просто законы жизни. Биологию никто не отменял, так сказать. Поэтому, ну, что поделать? Что теперь? Что теперь, не андогаться? Мне с дома не андогаться или что? Ну, куда деваться? А какие есть покаж? Это знаешь, как в меме то. Если не андогать, то не окажется. Ну смотри, в цитке это не работает механика. В цитке. Если в цитке оставить корабль в доке, в ВХшке, то в ВХшке может этот самый случиться проблема. Включаю варп-двигатель. И вообще, чё тебе этот самый, чё ты такой агрессивный, Амида, а? Чё ты агрессивный такой? Ты таблетки принимал сегодня, а? Помянем вот это пришел агрессивный. Ты чё, нарываешься или что? Нарывается, чел. Ща будем раз на орках, давай. Андокай свою орку. У кого ей хп больше? Сейчас начнется вот эти отмазки, чат. Я в Еву уже не играю давно. Просто захожу стримы посмотреть. Вот увидите, сейчас это будет. Кто не андокается, тот не умирает. Согласен. Предлагаю залогиниться спустя 1,5 года ради того, чтобы... Не, ну конечно я предлагаю. Конечно. Конечно. Включаю Иди логинься. Я как раз стрим собрался заканчивать. Густав, привет. Это что, вызов? Не-не-не, я не ведусь на такое. Ну и все. Все. Вот так вот. Эх, чат. Охрана, отмена корабля на киллборде сейчас не будет. Все, отбой. Как копка. Витал, летим в Амар. В Амаре собираем флот. У меня, короче, этот флитком неправильно дал координаты. Я оказался на орке в Жите. Почему-то. Вот.
Но мы кое-как с горем пополам пролетели у Едаму. Очень было опасно, но мы старались. Узнали про то, что Клока МВД работает на Орке. Все четенько. Вот, сейчас долетим до Амара, зафитим правильно кораблики. Немножко руды продаем. По чуть-чуть. Никому мордуниум не нужен. Купите мордуниума. Хороший минерал. Точнее, хорошая руда. Что я делаю? Вот. И уже, скорее всего, завтра, послезавтра, не знаю, посмотрим по моему состоянию завтра, если нормально на работе все будет. У меня будет желание и силы постримить, то, может быть, завтра начнем уже лед искать и копать, пробовать. Сегодня подготовка. У вас насписано на стриме. Подготовка. Че вы меня все троллите вот это со своей копкой? Подготовка. У меня написано подготовка, ну чат. Пока в нулях хаоса анархия не начнется, даже лаунчер не обновлю. Там ничего не начнется в ближайшие полгода, год точно. В последнее время не получается быть на стримах, но потом пересматриваю твои видосы. Спасибо за труды. Спасибо, Густав, спасибо. Приятно, приятно. Я рад, я вижу, что вы эти эмодзи ставите под записями, так что я понимаю, что кто-то да их смотрит. Надо было через Ахбазон гнать. Проверили бы заодно Клока МВД. Но это уже на следующем стриме. Так, я думаю, я не буду ее прям в Амар гнать. Зачем мне это делать? Сейчас докнемся тут где-нибудь недалеко. Мне же не обязательно орку в Амар гнать. Правильно? Все, мы, можно сказать, долетели. Оставим ее в одном джампе. Император начал, вырубай. А я вот готовлюсь, готовлюсь. Че, уже все, да? Пока не вижу. Пока никого не вижу, чат. Пока вижу, что у меня только количество зрителей увеличивается. А, вот, увидел, все, да, да, да. Да, все, увидел. Все, ну что ж, придется вырубать. Так не хотелось, конечно, вот это вот. Скоро начнем. Все, сейчас будет рейд, чат, готовьтесь. Всем большое спасибо, что смотрели. Приходите еще. Будем продолжать наши веселые приключения. А сейчас пойдем все вместе смотреть Запрашиваю разрешение. крутой интересный стрим. Так, все. Все. Сейчас я задокался. Оформляю рейдик. Одну секунду. Большое спасибо за донаты, подписки, фолловы. Не забывайте, пожалуйста, подписывайтесь на Телеграм. Там анонсы стримов и, соответственно, розыгрыши различные бывают. Вот, поэтому не стесняйтесь, фолловьтесь. Так, сейчас я. Разрешение получено. Рейдик. Все, Архонту привет передавайте. Пишите, где наш розыгрыш. Скажите, Дуа Прайм обещал, что розыгрыш будет. Все, пока-пока. YouTube читать, но, возможно, где-то в какие-то моменты могу потеряться. Хорошо?